Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня еду встречать АвтоВОЗ с японскими автомобилями. 8 японских автомобилей пришло в город Воронеж. 2 из этих 8 автомобилей моих автомобиля. Один был куплен, точнее, под заказ, второй для личных пользований, но, скорее всего, будет продаваться. Что хочу сказать. По японской стороне у нас, вы знаете, произошло много изменений за последний месяц. Это, в частности, возрастание фрахта 2 раза за месяц произошло. Сейчас примерно средний фрахт от Владивостока до Японии $1200 в среднем составляет. Но уже ходят слухи, что после майских праздников он еще возрастет. На какую сумму, я не знаю. Но не об этом. Срок доставки с Японии до Владивостока примерно также месяц составляет. А вот логистика по России очень сильно хромает. До Нового года, когда последний автомобиль у меня приходил, я отправлял этой же самой компании. Тогда был, можно сказать, пик продаваемости, то есть до всех этих военных действий. И срок доставки составил с города Владивостока до Воронежа 1,5 месяца. Сейчас же, когда автомобили были поставлены в середине февраля, когда февраль, там, я не знаю, март вообще практически пустые были месяца, продаж практически не было из-за всей этой ситуации, которую мы знаем. Срок доставки этой же компании из Владивостока до Воронежа составил 2,5 месяца. Это, я вам скажу, транспортная компания «Система». Почему я на тот момент отправлял? Потому что на тот момент были самые дешевые цены в транспортной компании «Система». На сегодняшний день, я думаю, то же самое. Самые дешевые. Вот в начале февраля оставили автомобили, цена была 100 тысяч от Владивостока до Воронежа. В других компаниях было 110, 115, где-то 120 было. Но срок доставки 2,5 месяца. Но поражает даже не то, почему там долгий, там еще что-то, да. Больше всего напрягает какое-то неуважение к клиентам. Никаких ориентировочных сроков доставки до региона они не дают. Говорят, срок ожидания в Иркутске, то есть они отправляют одним автовозом с Владивостока до Иркутска. В Иркутске у них некий там сортировочный центр находится, выгружают на стоянку и ждут свободных автовозов. Срок ожидания в Иркутске месяц. Машина простояла месяц, неделю, месяц и 1,5 месяца. Я им звоню, пишу. Сроков нет. Я говорю, когда выйдет автомобиль? Сроков нет. Или ожидайте. Вот так завтраками кормят. Я такой не единственный. Там сейчас еще человек вот встречает, тоже с Воронежа автомобиль. Он вообще в начале февраля поставил. Тоже завтраками кормят. И вот это очень не нравится. Если, допустим, я уже через них отправлял не раз, я знаю, что все равно автомобиль придет. Там 2 месяца будет, 3 месяца, но он все равно придет. А люди, которые первый раз отправляют, они вообще переживают и беспокоятся, где автомобиль, что с ним, вообще доставят его до региона или не доставят. И вот это вот напрягает. Я для себя решил, что в следующий раз я лучше переплачу там 10-15 тысяч, но буду отправлять другой компании. Это будет и быстрее, и там хоть какие-то сроки дают. Поэтому вы, прежде чем отправлять сейчас через компанию «Система», 10 раз подумайте. Причем в договоре оферте у них на сайте написано, что срок ожидания до нашего региона 45 суток. Ну, соответственно, он только 2 месяца простоял, ну не 2, чуть меньше 2 месяцев простоял в Иркутске автомобиль, да? И только после этого они отправили. Я уже договорился, уже просто устал ждать и устал вот эти завтраки слушать. Я уже договорился с другой транспортной компанией, чтобы они забрали мои автомобили с Иркутска. С транспортной компанией «Система» я хотел потребовать, чтобы они взяли ту часть суммы за логистику из Владивостока до Иркутска, остальное мне вернули, а с Иркутска заберет другая компания. Я уже договорился, они согласились, причем через неделю сразу после того, как я договорился, они уже должны были забрать. Вот, я начал требовать, писать им, чтобы они деньги вернули, и я не знаю, совпадение или нет, и сразу же прям через несколько дней отправили автомобиль. Не знаю, может быть совпадение, может быть нет. Ну и вот отправили, и вот наконец-то они пришли. В общем, по стандарту сейчас едем снимать эти автомобили. Nissan Leaf пришел и Nissan Note. Note это для личного пользования, Nissan Leaf это под клиента был куплен. Nissan Leaf я, скорее всего, бегло сейчас сниму, и мне нужно будет сразу его отдать клиенту, потому что он сейчас тоже за ним приедет. Там уже договорился страховку, учет, там все дела. А Nissan Note я его отмою и потом более подробно сниму. Добрый день. Ну что, аккумулятор сел, да? Да тут пизда, блядь. Ой, не что здесь только, такое? блядь, тут что-то с ключом, иммобилайзер, нихуя ничего не заводится, ничего не включается. А это вы уже разобрали? Или Да нет, это, блядь, аж с Иркутска. Друзья, вот один человек снял кейкарчик с автовоза.
С Владивостока он заезжал своим ходом, сейчас его просто спустили, то есть он не заводится, не включается. Просто спустили с автовоза, скатили его. Зона руля вся разобрана, ни ключ, там, ни иммобилайзер, непонятно, что вообще ничего не работает, все разобрано, кто раскурочил, что, непонятно. Сейчас в транспортную компанию звонит, не может дозвониться. Вот так вот иногда тоже бывает. Сейчас будут разбираться. Но это, слава богу, не с нашими автомобилями, а вот другой человек здесь заказывал тоже. Ребят, походу мы здесь сегодня застрянем, потому что 8 автомобилей пришло, как я уже сказал, 3 из этих 8 абсолютно мертвые, не заводятся, то есть дело даже не в аккумуляторе. Вот один автомобиль справа стоит, там непонятно, что разобрали, там полторпеды, еще в Иркутске, как выяснилось. Не заводится, не включается, ключ не проворачивается, что они там натворили, непонятно. Человек сейчас будет писать, звонить им там, жаловаться, не знаю, что-то добьется, не добьется. Но дело в том, что сейчас им на тросе тянуть машину, он только получил либо в сервис, либо куда, и разбираться. Что они там наделали, непонятно. Потом лиф, вроде бы все нормально, на втором ярусе вот стоит. А вот Nissan Note, за ним стоит Honda. Honda, она тоже мертвая, она не заводится. То есть сейчас ждать человека, клиента, чья это Honda, он подъедет, и после этого только можно будет с толкача ее выкатить, и после этого я заберу только свой Nissan. Когда он подъедет, неизвестно. Так что вот такая вот история. Выгрузку автомобилей производили на парковке торгового центра. Сейчас приехали ГБРовцы. Это земля вот наша, частная собственность. Что договор заключили здесь, арендовали. Ну да грузите и уезжайте отсюда. Я же когда предлагаю ДПС вызвать. Сейчас, уеду. Вообще, я вызываю, мне И поругались, сказали, что здесь нельзя производить выгрузку, либо сейчас вызовут гаишников, водителя оштрафуют. Вот, поэтому он сейчас быстренько-быстренько собирается и будет выезжать за территорию торгового центра, за территорию парковки. Я не знаю, наверное, где-то здесь на обочине сейчас будет выгружать, поэтому сейчас будем перемещаться. Забрали, ребят, мы автомобили. Если честно, провозились долго, потому что, ну, как я сказал, во-первых, там не все автомобили заводились, но потом какие-то удалось все-таки подкурить. Аккумуляторы были севшие, и мы выгнали наши автомобили. Как я уже сказал, нас охрана выгнала с парковки торгового центра, поэтому разгрузка производилась рядом с этим торговым центром, прямо на трассе на обочине. Ну, точнее, рядом с трассой на обочине. Поэтому я не успел подснять быстренько лифт, там неудобно было этим заниматься, вокруг шум, машины ездят, да и места не было. Небезопасно это делать было. Сейчас прошло вот уже 2 дня, машина уже у хозяина, он получил номера. Особо пока я на ней не ездил, даже, по-моему, не заряжал еще ни разу, потому что вилка у него так и не переделана. Поэтому сейчас я приеду, все вам быстренько его подсниму специально, еду для этого, покажу, какие там плюсы, какие есть минусы, какие изъяны. Сейчас, если у меня есть, посмотрю с собой ELM адаптер, замерим сок, наверное, даже сразу. Ну и в конце обозначу вам цену. Все, сейчас приедем, все покажу. Так, ну вот, собственно, лиф, который мы сняли с автовоза, который вот прям приехал недавно. Лиф 2016 года. Сейчас по внешке сначала, потом внутри посмотрим. X-комплектация. Так, что у нас по внешке? Ну, LED-фары, понятно, туманок нет. Пришел на литье, причем пришел с зимней резины, такое бывает, редко, но бывает. Смотрите, что у нас по кузову, какие здесь есть изъяны. С первого взгляда вроде все хорошо, да, но смотрите, во-первых, 3,5 балла лиф, вот здесь вот вмятина с ладошку примерно и небольшие вот потертость. Это уберется полиролью и выпрямится без покраски. И, видимо, когда с этой стороны в Японии машину прижали, здесь бампер вышел немножко из крепления, тоже нужно будет его вставить. И еще один такой недочет небольшой, это вот здесь вот на бампере. Перехода можно будет это все убрать. Все, больше никаких недочетов по кузову нет. Как я уже сказал, 3,5 балла аукционная оценка. Замененных частей здесь нет. Так, теперь по салончику. Смотрите, так как это 16-й год, здесь уже мультимедиа с другой прошивкой. Салон весь чистый, потолок чистый, в принципе. Здесь у нас никаких царапин нет. Это болезнь у лифов, японцы почему-то всегда приходят
именно лифы с царапанным бардачком. Здесь все в порядке идет у нас. Пробег 81 233. Есть, смотрите, контроль выезда с полосы. Остальное все стандартно, ну, так как это X-комплектация. Здесь круиз-контроль, управление мультимедией. Все, в принципе, стандарта. Кстати, вот напишите в комментариях, у кого 15 год лиф есть, уже прошивка тоже обновленная, либо это только с 16 года, потому что 15 год не покупал, 12, 11, 13, 14 покупал, 16 всегда покупал, 15 ни разу не попадалось. У кого 15, напишите, прошивка уже обновленная, либо такая же, как на 13-14 году мультимедиа идет. 4 стеклоподъемника, понятно. Здесь 2 подогрева передних сидений. И на сиденьях здесь кнопки подогрев задних сидений. Все, в принципе, по стандарту. Батарея у нас, самая главная батарея, это, конечно же, 11 делений. Сейчас, кстати, мы замерим сох. Прерву сейчас на минутку, замерим сох и вам покажу, какой сох. Увидели вы скрин СОХ, а СОХ оказался 78%, это граница между 10 и 11 делениями. Но машина более 2 месяцев стояла, поэтому если на ней поактивнее сейчас поездить, то СОХ должен, по идее, возрасти. Но даже если не возрастет, там в конце лета, допустим, упадет 11 деление, то 10 делений батареи это тоже вполне очень даже неплохой результат для батареи. Сейчас, кстати, попытаюсь найти аукционный лист и показать вам живой аукционный лист. В бардачке должен он лежать. Так, вот, смотрите, аукционный лист, 3,5 балла оценка, как я уже и говорил. В принципе, по автомобилю все хорошо, кроме тех изъянов, которые я показал по кузову. Но самое главное, это не те изъяны, которые есть по кузову, а вполне хорошая здесь батарея. Ну, вот такой лиф, ребят, вкратце вам показал, все рассказал, как есть, какие повреждения на нем. Смотрите, а у кого приходит новый лиф, и он вдруг не заряжается, не паникуйте. Вот у нас сейчас такая ситуация была. В общем, не заряжался вот этот лиф. Во-первых, он заряжался через переходник, вилка пока еще не переделана. Вот сейчас я забрал кабель, буду помогать переделывать на нашу вилку с японской. Не заряжался. Я сначала грешил на землю. Подогнал свой лиф, вставил свою зарядку, свой зарядный кабель. Мой лиф заряжается, а вот этот лиф, который привезли, не заряжается. Что я сделал? Подсоединил ELM адаптер. Были ошибки, сбросил ошибки, все равно не заряжается. А оказывается, что было? Японец поставил таймер зарядки. И я просто нажал вот эту вот волшебную кнопку OFF, и все стало заряжаться. То есть японец поставил таймер зарядки, и, видимо, мы попали как раз в этот промежуток времени, когда таймер зарядки не попадал, и машина не заряжалась. Начинает заряжаться, потом 3 светодиода под лобовым стеклом начинают поочередно мигать, и зарядка прекращается. Это таймер зарядки. Поэтому у кого приходит лиф, и он вдруг не заряжается, не паникуйте. Первое, что нужно сделать, это нажать на кнопку OFF. Возможно, у вас тоже стоит таймер зарядки. Ну и все, в общем, сразу же пошло. Такие бывают ситуации. Спасибо всем, кто смотрел. Следующая серия будет про Nissan Note, которую вот мы получали вместе с Nissan Leaf. Поэтому скоро увидимся. Всем пока, всем до встречи.